С вами школа маникюра просто, меня зовут Эльвира, и сегодня мы с вами нарисуем логотипы наших любимых соцсетей. Итак, поехали. Начнем с логотипа ВК. Для начала возьмем карандаш, просто обычный простой карандаш, и сделаем черновик на ноготке. Кстати, забегая немного вперед, хочу сказать, что если вы рисуете на ногтях, все-таки ногти это не типсы, да, перед тем, как использовать карандаш, естественно, нужно покрыть ногти базой, может быть, сразу цветом фона, например, то есть в данном случае голубым, и покрыть матовым топом. В моем случае я пользуюсь матовым топом Velvet от фирмы Lionel, и уже по топу потом рисовать карандашом. Намного проще, чем если вы просто по базе будете рисовать, то есть, такой лайфхак. А тем временем я уже нарисовала карандашом очертания логотипа, сняла немножечко пыль обезжиривателем, то есть у меня мало того, что пыль ушла, у меня еще немного стал мутным таким полупрозрачным сами очертания букв карандашом, и это даже лучше для нас, для прорисовки, чтобы ничего не мешало. После этого я покрыла фон голубым цветом. У меня он не совсем такой, как нужен для ВК. Если у вас есть более подходящий, у меня просто за неимением другого будет такой фон, хотя он более такой синеватый. Все, просушила топ, и только после этого белым заполнила очень аккуратно, тоненькой кистью, ярко-белым цветом, собственно, буквы. И после того, как уже просушила белый, подправила все углы еще раз по голубому цвету, то есть прям по фону вывела уголочки. Вот сейчас я это делаю, смотрите. Аккуратно, чтобы везде были четкие углы у буквы. Вот таким вот образом везде, где нужно, довела, скорректировала логотип. Каждый слой, практически каждый слой, я просушиваю, нарисовала, просушила, нарисовала, просушила. Все, просушили, покрыли топом, и получился вот такой прикольный логотип. Вот то, о чем я вам говорила. Берете топ. Вот даже на типсе я сейчас буду это делать. Даже по типсе рисовать карандашом не самое приятное удовольствие, но если типсу покрыть перед тем, как делать набросок карандашом матовым топом, просушить и снять липкость, то рисует просто потрясающе. Мягонько, хорошо. Ну и для прорисовки дизайнов на ногтях, конечно, идеально. Очень рекомендую. Кстати, топ вот этот очень шикарный. Мне очень нравится именно вот этот Lionel Velvet. И еще Oga Nails, фирма Velvet, тоже шикарная, они очень похожи. Вот. Поэтому рекомендую, оба классные. Прорисовали логотип аккуратненько, телеграмма, такую галочку, самолетик бумажный, сняли остаточную. Здесь не липкость, да, здесь мы убрали пыль безворсовой салфеткой, и подубрался заодно пигмент от карандаша и пыль от карандаша. И начинаем прорисовывать наш фон, заполнять голубым. Аккуратно заполняем, можно залазить прямо на логотип на сам, потом мы его все равно будем перекрывать белым. Просушиваем голубой цвет и начинаем белым обводить наш логотип. Очень аккуратно. Самое сложное в логотипах вообще рисовать какие-то такие четкие вещи сложнее, чем если просто какой-то пейзаж или фрукты, потому что они требуют четкого соблюдения пропорций. Чуть-чуть где-то накосячили с пропорциями, уже немножечко не похоже на логотип. Поэтому очень аккуратно смотрим на рисунок и повторяем. Просушиваем, перекрываем топом, и вот такой прикольный тоже дизайн получается. Если делала, я бы сделала сразу все вот эти соцсети на все 5 пальцев на одну руку или по несколько на разные. То есть на одну руку какие-то 2 дизайна, 2 соцсети, на другую другие. Мне кажется, классно. Далее у нас логотип Zen. Для меня это был самый сложный вообще в прорисовке логотип. Для начала я нарисовала такой шар, разделила его на 4 части, круг разделила на 4 части, и начинаю закрашивать черным цветом набросок. Я на самом деле очень долго мучилась с этим логотипом, потому что подводить пропорции здесь, вот эти тонкие лучи у звезды выводить, это максимально сложно.
Они должны быть все под одним углом друг к другу. Четкий угол 90 градусов, ни в бок никуда не должны косить. Поэтому я тут мучилась, тут на видео кажется все быстро и просто. На самом деле я там и стирала, переделывала и, в общем, долго мучилась. Для меня самый сложный был логотип это Zen. Выводим такую звездочку белым цветом, когда заполнили 4 части черным цветом, 4 части круга. Сначала так топорно можно нарисовать, потом черным просто доводить до совершенства. Белым цветом прорисовываем сразу и фон за пределами нашего черного вот этого круга со звездой. И потом просто нужно черным внутри вот этого круга симметрично все подправить, все наши лучики. Сделать везде тоненькие кончики у звездочки. Я, кстати, не знаю, звезда это или что-то другое может быть. Ну, будем считать, что это звезда. И выводим тоненькие-тоненькие линии. Доводим наш логотип до ума. Вот таким образом. И где-то можно опять продублировать белым цветом. Я чуть-чуть там вылезла черным, поэтому я еще раз дублирую белым, чтобы все было ровненько везде, одинаково, красиво. Вывела, просушила, перекрыла топом, и получился вот такой прикольный лого. Ну а мы переходим к самому интересному, на мой взгляд, дизайну, потому что он предполагает такой переход от фиолетового к желтому. Я специально показываю, как цвета выглядят на палитре. Я их перемешиваю между собой. Я не просушиваю, фон у меня полностью, вот он по жидкому. Я их смешиваю, ничего не сушу, пока весь ноготь я не заполнила. Просто подмешиваю один цвет другой и вот так иду от фиолетового через фуксию, через коралловый к желтому, такому светло-желтому цвету. Мне тут немножко за пределы камеры типса убежала. Прошу прощения. В принципе, там только оранжевый цвет потерялся. Ну, тут понятно, да, как я это все делаю. Аккуратно, каждый перемешиваю. Я здесь не стремилась к тому, чтобы не было видно прям совсем переходов. Это и не нужно здесь. После этого просушила и перекрыла матовым топом, чтобы было проще рисовать набросок самого логотипа. И уже по топу, по матовому, начинаю прорисовывать. Собственно, все уже поняли, да, это лого Instagram. Такой квадрат, мягкий квадрат. В нем круг и еще один кружочек. По сути, это как логотип, который изображает фотоаппарат или фотокамеру. И все, и начинаю прям по карандашу покрывать все белым цветом, контур рисовать аккуратненько. Тоже очень такие, тут вроде бы простой логотип, но на самом деле пропорции вывести нужно так, чтобы было понятно, что это Инстаграм. То есть прям максимально похоже. Поэтому не торопимся, аккуратно выводим линии, чтобы линии были все четкие, одной толщины. И сейчас я смягчаю квадрат. Мне казалось, что у меня прям какой-то квадратный, не такой, как логотип. Я его прям смягчаю углы и добавляю немножко толщину этому самому квадрату, чтобы его сделать таким более округлым. Вот таким образом. Все, перекрываем, просушиваем, перекрываем топом. И вот такой прикольный получается у нас дизайн. И последнее, что мы сейчас сделаем в данной рубрике, это нарисуем логотип YouTube. На самом деле, наверное, самый простой из всего, что мы уже сделали. Также карандашом рисуем набросок, убираем лишнюю пыль от карандаша, делаем таким тусклым наш набросок и начинаем заполнять красным цветом логотип. У меня всегда перед глазами
открыт рисунок, с которого я срисовываю, чтобы максимально были похожи пропорции. Просушиваем, добавляем белый цвет на фон. Очень аккуратненько. И рисуем значок Play. Если где-то будет неаккуратно, мы потом все равно красным цветом внутри уже самого логотипа все исправим, как я сейчас это делаю, после просушки, естественно, чтобы были четкие углы. Просушиваем, перекрываем топом. И вот такой прикольный дизайн у нас получился. Но самое классное, это, конечно, как все эти дизайны смотрятся вместе. Мне очень нравится. Прям здорово. Люблю такие необычные дизайны. Ну, а вы, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не пропускайте другие полезные видео, мастер-классы. Всем пока-пока!